Я пропоную почати з того, щоб ви представилися і трошки розказали про себе, як вас звуть, чим ви займаєтеся, чим ви займалися, можливо, раніше. Меня зовут Навка Игорь. Я из Мариуполя. Родился, вырос, работал там до вторжения. Вот, работал на комбинате Ильича, в основном газорезчик. Вот, работал горновым. Обычный день. Я сидел за компьютером. Я должен был идти, по-моему, в ночную смену. Мне позвонил мастер, сказал, на работу не выходишь, типа на нас напали. Война. Вчера Куми пытался закупиться едой, провизией какой-то, потому что, стало как-то страшно. Очереди. Еще я, по-моему, рассчитывался даже картой там. Это было где-то, не знаю, может, 27-е. А позже уже все, свет пропал, все позакрывалось, магазины большие баррикадировались. Мы стали с соседями собираться на улице. Такое, как легкое дежурство, потому что началось уже мародерство. Стояли просто там на улице, дежурили, болтали, чтобы в чужие никто не ходил, не лазил по домам. 6 марта во двор к Максиму, в 73-й дом, прилетел снаряд от града. Он упал прямо под окнами. У него над гаражом строилась такая пристройка из шлакоблока. Она разрушилась. Это было часов 5 утра. Мы спали на первом этаже в спальне, окна как раз вот на его двор. Я за несколько дней до этого решил поставить перед окном шкаф. Такой шкаф в купе обычный, он там с вещами был. Думаю, мало ли что, чтобы осколки от стекла не полетели в нас. Грохот, шум, вообще ничего не понятно. Я с кровати скатился на пол. Мы спали, я с женой, теща. Вот. Сказал, на пол. Вот так вот. Это все в хаосе, в страхе. Ты спишь, тут бац. Грохот такой. Вылетели окна, двери вместе с пластиком. Не то, что стекла, а выдавило взрывом. Все. Перепугались, перебрались в подвал. Мы там себе кинули матрасы, одеяло, перетащили свечки. Находились там. И Максим, у него была жена где-то в центре города, у подруги с дочкой. Связи уже не было и связаться было никак. Он сказал, я еду за ними. Я, говорит, сильно переживаю. Сказал, если хотите, я вас отвезу в центр, либо на Тыщик, там район 1000 мелочей, либо к драмтеатру. Потому что если была бы эвакуация какая-то, она бы была именно там. Потому что там и площадь, подъезды все, скопление людей. Из округи все сходились к театру, на площадь на эту ждать. Периодически проезжали колонны машин, частных людей пытались выехать. И они ехали там по 10, по 20 машин. В общем, постояли мы и вошли в театр. Там уже было много людей. Дети, старики, мужчины, женщины, подростки. Кто-то стоял. Вот эта вот часть, вот эта вот вся. Так. Там уже все было занято. В общем, свободны были только проходы. Это подвал под фойе. Вот как было, насколько много людей. Люди были везде. Вообще везде. Куда ни глянь, везде кто-то лежит, кто-то сидит.
Люди приходили в драм и просто занимали любое свободное место. Здесь вот между двух колонн такая как Тут была ниша, да? ниша. Когда мы пришли, там стояло ведро с мусором. Мы подумали, мы его так прибрали, мусор оттуда весь, поставили туда сумки свои, спросили, не занято ли. Они говорят, да нет. Я спал слева, жена посерединке, а теща вот справа. Яка була атмосфера в самому театрі? В принципе, все дни были одинаковые. Даже иногда казалось, что это какой-то социальный эксперимент, как один длинный день. Ты вроде бы спишь, просыпаешься, а ничего не поменялось. Ты в той же одежде, ты в том же месте, ты то же самое идешь, делаешь. Я утром вставал, сразу шел набирать воду. Вот эта вот часть, Ага. вот она. Это такая, как заездик, там пожарные колодцы. Они такие подземные резервуары. Мгм. Если в театре вдруг пожар, там всегда была вода, насосы и так далее. Туда нам привозили воду пожарники, МЧСники. Они ее где-то набирали и закачивали туда. Вода была техническая. Мгм. Мы веревки, ведра кидали вниз, вытаскивали и носили в театр. Жена моя была на заготовке продуктов. Спустя день или два она увидела Женю. Женя организовала всех, тоже бегала, давала какие-то указания кому-то. Подошла к ней, встала, говорит, я хочу помогать. Вот, она говорит, прекрасно. И привела ее вот на кухню. Там была типа заготовки, то есть готовили все на улице, а здесь там нарезали овощи, было какое-то мясо, тесто там мы спекли, я помню, хлеб. Был такой Шурик, пошел на вылазку и где-то в ПГТУ в университете, в какой-то в столовой нарыл формы такие тройные для хлеба. Вот, и притащил их. Мы такие, а давайте хлеб печь. В общем, нашли дрожжи. Была мука. Девочки замешали там все. Хлеб сходил плохо, потому что было холодно. Мгм. Но зашел тесто это. Сзади улыбается Шурик. Мгм. Вот этот, который формы нашел. Он был таким, как слесарь. Рукомойник сделал из бачка и краника там. Забивал выбитые окна там фанерой, гвоздями. Это Оля. Они с Надей в основном всегда были здесь, в этой комнате на кухне. Эта комната, о которой я говорю, это был склад для реквизита. Там много этих алюминиевых таких ящиков крупных, Мгм. такие массивные они. Вся комната была в этих ящиках. Сразу входишь, там 2 или 3 ящика, сзади там еще ящики. Я их так вскрывал, так заглядывал. Ну, там всякие костюмы какие-то, шляпки, там искусственные цветы, ну, реквизиты. Сверху этого стоял еще один, Того, что слева. да. Только он был так чуть-чуть смещен туда, к окнам, чуть-чуть там, ну, так, вот так. И рядом тут еще один был. А там были какие-то стулья поломанные Мгм. под стенкой и тоже всякое завалено всяким хламом. Коробки маленькие, большие, пакеты какие-то с Мгм. чем-то, там что-то всунуто в них. Игрушки мягкие какие-то, видать, ну, с этих, с пьес там. Там был у нас один паренек, который занимался с батареек, делал с Мгм. диодов. Мы ему Мгм. притаскивали все, что понаходили там в разрушенных магазинах.
электроника там какая-то. Он оттуда диоды брал, аккумуляторы из старых ноутбуков разбирал и делал такие простейшие, как замыкаешь, светится, не замыкаешь. Вот, и там выдавал, вот как я, вот таким активистам, чтобы был какой-то свет. Потому что там тьма была. Поначалу полевая, это военная, вот это как на колесах полевая, она стояла вот здесь, вот так вот. Военные ее откуда-то нам приперли, сказали, пользуйтесь. Это намного удобнее, чем просто на костре, и приготовить можно много. Там на площади, на центральной возле драма был каток. Он огражден был забором из досок. Мы пошли эти доски оттуда выковыривать. Мы подошли к полицейским, говорим, нам надо дрова на кухню, надо все как-то где-то брать. Он, да, говорит, забирайте все. По итогу начали выносить кресла из смотровой ложи. Все вот эти вот красивые кресла, старые, дубовые, резные. Их все оттуда вынесли на улицу. Мягкое все на то, чтобы там сесть, лечь на полу. Все деревянное в полевую кухню шло. Вот. Ложу вынесли почти всю. А що готували? Де брали продукти? Главное была Женя, ее муж. Муж постоянно ходил, искал какую-то помощь в Красный Крест, в организации, через полицейских, военных, там кого знал, он встречал, что-то пытался выпросить, достать для нужд всего театра. Люди некоторые ходили на вылазки, просто что-то приносили, кто-то лазил по рынку, по магазинам. То есть люди просто стаскивали все и отдавали на кухню. Большую часть привозили полиция, военные. Они просто как-то помогали с продуктами, что-то привозили, чем-то помогали. Кому-то находили какие-то лекарства, там были какие-то тяжело больные. То есть они где-то там через своих там спрашивали, что есть, что можем дать, что можем найти. И вот они помогали, действительно. А як часто саме ви бачили військових чи поліцейських? Полицейских видел часто. Они приезжали на площадь перед театром, какие-то объявления делали там, за эвакуацию. Там спрашивали, как обстоят дела. У нас был один там, я так понимаю, полицейский, но он в каком-то в звании был, потому что он ездил на бусике на желтом. И вот он сильно помогал, мы с ним ездили на какие-то пищевые склады, вскрывали эти замки. А ви, до речі, взагалі, ну, от, особливо в останні дні, вам вдавалося рухатися якось десь навколо театру, чи ви взагалі виходили з нього? Выходил, да. Я ходил почти до Тыщика, наверное, день на 5-й, на 6-й. Там ловила связь. Там кто-то запитывал вышку от генератора. Городевкова, вот ДП, Пешка, видишь? И улица туда уходит. Туда? Да. Я вот куда-то туда приходил, и там у меня уже ловила связь. Там я в первый раз связался с сестрой жены Верой. Она сразу не поняла, кто это. Я говорю, Игорь. Она, какой Игорь? Я говорю, блин, ваш Игорь, говорю, муж твоей сестры. Ё-моё, сразу я поняла, там слезы, крик, где вы, что вы, живы, здоровы? Живы, говорю, все, связь падает, поэтому и я недолго. Все это было так под обстрелами, ну не прям где я шел, ну а так громко было. Не то что близко, но я так опасался. Мы пошли с женой в поисках лекарств. Вот. Там была рядом аптека, которую только что вскрыли. Мы зашли, взяли, по-моему, несколько термометров
Мгм. Взяли, по-моему, 2 аппарата для давления, Мгм. ну и понесли все в драм. Я все пришел, отдал в медпункт. Жене сказал, мы там что-то понаходили. Тоже мы пошли за одеялами. Пришли в ЦУМ, там уже все. Магазин Коламбия голый, Мгм. магазин там какой-то еще был голый. Все, где обувь, куртки, шубы, все уже Мгм. пустое. Там был магазин Классна женский. Куртки, пуховики. Там как-то куртки никому не надо были. Ну, они там не то, что какие-то крутые, дорогие. Просто куртки. Говорю, может, это взять? Говорит, давай. И мы взяли по охапке с ней, сколько смогли взять. И пришли в театр и начали идти и кому-то там. Кто-то мёс, он и до этого договорил, вот. Взяли себе укрываться, ну, потому что сам спишь, а укрываться нечем. И остаток курток мы отдали Жене в подвал. Розкажіть про ці значки. Як і номерки. Женя предложила обозначить себя. Вот. Вначале мы намотали белый скотч на рукава. Приезжали периодически там наши военные, они там не жили, военных в театре не было ни одного. Вот, они приезжали, что-то привозили, что-то спрашивали, там, что надо, что не надо. И увидели у нас белый скотч. И говорят, вы что? Это, говорит, россияне так ходят скотчем намотанным. Говорит, снять, говорит, всем, говорит, а то, ну, еще схлопочут. Потом хотели какой-то другой скотч, но подумали, вдруг и он россиянами используется. И Женя взяла вот эти с гардероба номерки. Вот. Их такая была коробка, там, каждый себе взял, там, какой понравился. Вот. Это мой был. Прям на вот этой веревке я так его и носил на шее. Мы так обозначили активных людей. І таким чином до вас могли підходити Да, люди. то есть вони оно у знали, нас що- было, висело на виду, нас видно было, всем объявили, что люди с жетончиками, к ним обращайтесь за помощью. Взрыв, полный рот пыли, тьма, и все. Ну, и двигаться не можешь. Уже через несколько секунд, только уже так приходя в себя, слышишь кто-то, какие-то звуки, кто-то кричит. Ну, там недалеко, там кто-то бегал, кричал «пожар». Меня задавило осколками стен, вот камушки, кирпичики, битое все, там штукатурка. Внизу ж там эти стулья, кастрюли какие-то. Я понял, подо мной кто-то есть. Я думал, это моя жена. Я Надя. Нас здесь не найдет никто. Мы засыпаны, нас там не услышат. Мы разговариваем, но я не понял, что это не Надя. Это была Оля. Вот эта вот, которая с ней готовила. Надя сразу не отзывалась. А потом уже, типа, Игорь, что-то мне, я думаю, она здесь, вот она, где-то близко. Не кричи, ты, говорит, завален, над тобой плиты, камни, не шевелись, не двигайся. Сейчас что-то придумаю. Начала потихонечку с меня снимать камушек за камушком. Взяла какую-то миску, стала отгребать вот это вот все мелкие кусочки стен. Племянник Оли и какой-то мужчина еще был. Помогали уже жене нас раскапывать. Я уже был так, ну, по плечи освобожден. Стал уже руками двигать, она подожди, там все плиты. Жена командовала этими ребятами, потому что они хватались за все, выдергивали, могло это все завалиться. Она говорит, нет, сверху вниз.
Потом уже за руки меня взяли, потянули наверх. Больно. Не могу. Что-то держит за ноги. А меня придавило кастрюли к стулу. Всякие там какие-то утвари, это все, коробки. Непонятно вообще. А когда я вылез, я комнату не узнал. Все вот перевернулось. Будто бы вот так взяли и потрусили. Когда был взрыв, дверь ту завалило всю, там тут, вот тут вот все перемешалось, кирпичи, камни, потолок. Начали откапывать Олю. С ней было сложнее, она была больше завалена. И когда тянули ее, ей больно было. Она кричала. Скільки вас приблизно розбирали? Витягували? Минут 30, может 40, по ощущениям. Пока звали на помощь, пока прибежали, пока то, вот это все в сумме минут 30-40. Конкретно раскапывали, минут 20. Вокруг театра вот это все практически до самой дороги было, какие-то доски встряли в траву, в газон. Видать, крыши, это вот доски с крыши, поразлеталось все. И вокруг, короче, театра это все вот так вот там в землю встряло. Людей тут не було? Были, кто-то ходил, кто-то куда-то бежал. Еще был кто-то ранен. Меня просили помочь отнести носилки. Я помог принести 2. Оттуда на улице мы взяли и по дорожке вот вынесли. Я встретил там Диму, одного из волонтеров. После взрыва, видать, или что-то у него в голове там произошло, либо там, может, контузия какая-то, как это называется. Ходил вот так вот, как бледный весь. Дима на него, а он холодно. Мне холодно. И идет в эту дверь, откуда мы вышли, там пожар начинается, он уже укутан в какой-то плед. И так еле идет. Я говорю, куда ты идешь? А он меня, короче, будто бы меня нет, он все идет, мне холодно, и куда-то идет. Я его взял на плечи, вынес его вот туда направо по прямой на лавочку. Вот где-то вот, где вот эта груда деревьев. Вот где-то вот здесь на лавочку я его посадил, вот так вот, накрыл его еще. А сам уже пошел искать тещу. Оббежал театр, забежал внутрь, пришел к нам на место. Тещи нет. Вещей тоже нет. Она что-то забрала. Спрашиваю у тетки, где? Она говорит, пошла вот туда. А там, горит все. Я побежал назад, вышел в главную дверь и побежал на полевую кухню. Здесь ее звал. Думал, может, где-то она куда-то шла. Я боялся, чтобы она здесь нигде не оказалась. То есть, но по итогу она была в соседнем кафе через дорогу. На углу вот Нильсон. Нильсон, да. Там такой вход был, витрина. И она там вот была. Она вышла, перенесла наши вещи туда. Здесь нас где-то встретил мужчина, говорит, пойдемте с нами в убежище. Мы вот сюда вошли во двор. Вот сюда, вниз. Да, это какая-то котельная или что. И прям вот здесь вот спуск в подвал был. Мы там ночевали. Рядом были прилеты, потому что в подвале нас так трухануло. Мы только проснулись, взяли вещи, и мы все пришли в филармонию. Спросили, кто пойдет с нами в Мелекино. И там, оказывается, парень был, который тоже собирался идти, Дима. Мы вышли с филармонии где-то в начале 10 утра. И вот по проспекту Металлургов пошли вниз, с самого моря. Вот это мы вышли уже на пляж, на песок. Вначале мы шли, не встретили ни одного военного. Нас пугали тем, что Вздовж пляж... моря нікого не було, Никого. Мы поэтому по морю и пошли, чтобы не идти поверху, потому что боялись на кого-то наткнуться. Вдруг нас примут не за тех, там стрельнут в нас, еще что-то. Скільки це в сумі йшли? 6 часов. Там мы в Мелекино пробыли, если я не ошибаюсь,
3 ночи. Уже вышли, связь появилась, мы связались, нас приняли бесплатно, кормили, мы там приняли ванну, помылись, переоделись в чистое. Только вышли и начали идти, и видим, с Мариуполя на Протовское поворачивает бусик. Спринтер старенький, пассажирский. Так какой-то волонтер вывозил выживших. Мы помахали, а он раз и подтормаживает. Мы, да ты шо? Говорим, место есть? Говорит, да-да-да, говорит, давайте садитесь. И мы, короче, вот как-то раз-раз и попали на этот бусик. Если бы не этот бус, я бы не знаю, где мы оказались. И этот бус уже нас вывез в Бердянск. Через Мангуш, там какими-то объездными там дорогами, уже через блокпосты российские, уже обыски, проверка телефонов, вещей. Мы приехали на площадь, там на главную, уже ездили по городу зетки, военные КАМАЗы, БТРы. Мы вот в спорткомплексе записались на очередь на автобусы. Очень много людей ждали эвакуацию. Очень много людей, я не знаю, несколько тысяч. Записывали на лист, то есть мы были в 34-м автобусе. Приехала раз колонна, по-моему, автобусов 12. Потом второй раз мы туда уже не влезли, а потом уже эвакуации в городе не было. Сказали, эвакуация приедет за город, добирайтесь сами. Начался ажиотаж. Телефоны работать перестали, потому что связь оборвалась от наплыва звонков в такси. Мы доехали, и пешие уже, там был еще блокпост, нас проверили. Чуть-чуть мы там вот от кольца прошлись, и там уже были запорожские автобусы. Много, автобусов, наверное, 50. Мы доехали до Васильевки, нас там не пустили. Мы там переночевали, нечего было пить, есть, то есть все уже подоедали. Там у кого-то яблоко какое-то, хлебцы там, хлеб у нас был с Бердянска остался. Мы там поели все, а вода закончилась. И люди местные из колодцев возили нам в баках воду на всех. Просто приехали там на Жигулях, в Жигуле бак, выставили на улицу, люди там поначерпали себе в бутылки. И на следующий день, наверное, уже часа в 3 дня только начали все, типа сказали едьте, и выехали уже в Запорожье. Это было где-то 28 число. Як ви думаєте, яка була мета атаки? Мы не думали, что скинут на нас бомбу. Вот. Вообще даже и мыслей не было. Ну как это? Ну полный театр детей, людей. По-моему, там было безопаснее всего, на первый взгляд. Потому что знали и наши военные, и россияне. По крайней мере, нам так говорили, что все знают, что здесь убежище, что здесь мирные люди, дети, военных здесь нет. Есть интервью в Ютубе. Женщина на камеру, типа как такой экскурсовод, рассказывает, что вот прямо здесь были позиции украинских военных, и я это все вижу. А я там был, я это все видел, не было там ни единого военного. Потом рассказывали, что это Азов заложил бомбу в подвале и подорвал театр, чтобы обвинить в этом Россию. Зачем это делать? Вы и так уже все показали, кто вы и что вы есть. Всем все уже понятно, что вы террористы. Як ви думаєте, про цю трагедію будуть пам'ятати? Это не забудется. Это будет клеймо для России на долгие-долгие годы. Это те, кто пережил это все, они понесли это в мир и рассказывают правду. Мир будет об этом знать и помнить, и
Россия будет изгоем еще долгие-долгие годы. Это на несколько поколений, я думаю, они себе навоевали ненависти.